Всем добрый день! Сегодня я решила показать вам побеги метельчатых гортензий, которые я нарезала для того, чтобы попробовать размножить мои гортензии при помощи почек. Нарезку побегов я производила 11 декабря. Сегодня 25 декабря, прошло ровно 2 недели. И могу вам сказать следующее. Напоминаю вам, что такое видео есть, как я производила нарезку этих побегов, как я выставляла эти стаканчики, что я добавляла, не добавляла. И сейчас хочу вам поделиться тем, что же у меня получилось. Прежде всего, хочу сказать о том, что самой первой себя проявила самарская Лидия. Посмотрите, у нее уже выпущено наметилось 3 зеленые почечки. Все остальные почки, вот здесь тоже зелененько, если вам хорошо видно. Все остальные почки уже такие остренькие, то есть они уже наклюнулись, они скоро развернутся. Очень хорошо себя проявила гортензия Candlelight. Хорошо проявила себя гортензия Limelight. Вот она, посмотрите, тоже зеленые. У нее почки, практически на всем протяжении. К самому низу они уже тоже наклевываются. Практически я, в общем-то, не ожидала, что даже Indian Summer, сейчас вам ее покажу. Вот она, посмотрите, были такие тонюсенькие, такие малюсенькие побеги, но почки у нее уже даже по всей, можно сказать, длине побега. Вот она какая. И даже верхушечная почечка у нее хорошо развернулась. Хуже всего, к моему сожалению и к моему удивлению, показали себя побеги полярного медведя. Хотя у него тоже вот появляются зеленые почки, но пока что они только остренькие. В основном своем большинстве на побегах они пока что остренькие. Вот. И хуже всего у Vanilla Fries. Вот она, моя ванила. Побеги здесь толстые, побеги такие упругие. Растение большое, соответственно, и побеги достаточно крупные. Вот, обратите внимание, вот чуть-чуть начинается наклевывание этих почек. Но зато у Vanilla Fries намечаются, зачатки корневой системы. Я не знаю, как вам видно, но вот эти вот беленькие точечки, они уже потихонечку появляются. То же самое могу сказать также и о самарской Лидии. У нее тоже на некоторых побегах есть вот такие белые точки. Это говорит о том, что вот-вот появится корневая система. Очень хорошо наклюнулась, так сказать, корневая система у Candlelight. Вот она, посмотрите. Не знаю, как вам сфокусировать. Видите, то есть здесь все будет в корнях. У меня 2 побега только Candlelight. Потому что еще с прошлого года у меня остались череночки, которые я черенковала в июне месяце. В общем, я думаю, что все гортензии, а их здесь у меня достаточно много, во всяком случае, из 40 сортов гортензий у меня большая половина здесь. А вот посмотрите, пожалуйста, на граффити. 1 побег я вырезала. Тоже вот, видите, почечка наклюнулась. Где-то
по 2, по 3 почки вот в одном узле, где-то по одной почке, но все гортензии просыпаются и все гортензии себя, ну, как-то проявляют. Поэтому я думаю, что мои старания не напрасны. Вот Limelight еще раз покажу, посмотрите. Очень хорошо видны. Вообще она как-то так, ну, очень долго сидела, никак себя не проявляла. Вот даже самые тоненькие, видите, они все в зеленых почках. Я думаю, что все гортензии проявят себя хорошо, достойно, и я получу необходимое количество черенков из зеленых почек. Поэтому в комментариях, пожалуйста, те, кто проводит такой эксперимент, кто занимается размножением метельчатых гортензий при помощи почки, поделитесь, пожалуйста, какая из гортензий у вас проявила себя самой первой, у какой гортензии самой первой появились почки или же появилась корневая система. Буду сравнивать, буду делать какие-то выводы для того, чтобы пробовать, экспериментировать и, конечно же, делиться с вами теми выводами, которые я для себя сделаю. Я думаю, что мое видео, если оно вам полезно, то ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, конечно же, подписывайтесь на мой канал и, как я уже сказала, обязательно комментируйте. Я всегда рада вашим комментариям. Кстати, хочу сказать о том, что стараюсь отвечать вам на все ваши вопросы, поставленные, достаточно быстро, достаточно компетентно, я считаю. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, комментируйте, критикуйте, если это все требует, так сказать. Вот. И, конечно же, пробуйте тоже экспериментировать.